Всем привет, дорогие друзья! У меня на канале уже есть большое количество рецептов медовиков. Это и классический медовик, и медовик без раскатки коржей, и медовик рулет. И так как многие просили приготовить меня сладости, которые можно есть в пост, я хочу поделиться с вами интересным рецептом вкуснейшего медовика с кокосовым заварным кремом. Готовится этот торт очень быстро и просто, буквально за 30 минут, без раскатки коржей. Надо только дать время пропитаться ему кремом. Этот медовик получается невероятно нежный, пышный, и он реально как пух. Такой вкусный, с легким ароматом кокоса и меда. Уверена, будете готовить его не один раз по просьбе ваших родных. Для приготовления крема мне понадобится кокосовое молоко, когда стоит, разделяется на слои. Перемешиваю его. У меня баночки по 400 мл. В кукурузный крахмал всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Добавляю щепотку соли и перемешиваю. Теперь добавляю в сухие ингредиенты немного кокосового молока. Таким образом в креме не будет комочков. Хорошо размешиваю до однородности. Если надо, добавьте еще немного молока. Получается вот такая однородная масса. Кокосовое молоко выливаю в сотейник. Сюда же вливаю смесь с крахмалом и сахаром. Перемешиваю до однородности. Ставлю сотейник на плиту и при постоянном помешивании варю заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит. Снимаю крем с плиты. По желанию в крем можно добавить либо экстракт ванили, либо экстракт кокоса. Я добавлю примерно 1 чайную ложку экстракта ванили. Перемешиваю. Получился вот такой красивый, гладкий, шелковистый, без единого комочка кокосовый заварной крем. Белоснежный и очень вкусный. Переливаю крем в миску. Крем сейчас еще горячий. Когда он остынет, он больше загустеет. Закрываю сверху пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю остывать. Для приготовления теста мне понадобится я подготовила противень размер 30 на 35 сантиметров, выстелила его пергаментной бумагой. Слегка смажу бумагу растительным маслом без запаха. Рекомендую обязательно смазать бумагу, так как медовое тесто довольно сильно прилипает. В миску вливаю горячую воду. Она не только что закипевшая, но довольно горячая, примерно градусов 60-70. Добавляю в нее сахар, соль и мед. Перемешиваю до растворения сахара. В горячей воде сахар расходится очень быстро. Добавляю в этот сладкий сироп растительное масло без запаха и 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. И в полученную массу просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Хорошо перемешиваю до однородности. В итоге должно получиться вот такое негустое тесто. Я буду выпекать 2 коржа, поэтому разделила тесто на 2 равные части. Каждая примерно по 555 граммов. Выливаю половину теста на противень, разравниваю и отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Тесто жидкое, и оно легко распределяется по противню. Первый корж испекся, он получается вот такой очень нежный, красиво подрумянился сверху. Не передерживайте его в духовке, так как края начинают подсыхать. Выпекался он у меня примерно 14 минут.
Перетаскиваю корж на доску, накрываю сверху куском пергамента и переворачиваю. Снимаю пергамент, оставляю первый корж остывать и сразу же пеку точно так же второй. Не забывайте смазать пергаментную бумагу растительным маслом. Второй корж также уже испекся. У меня получилось 2 вот таких красивых коржа. Оставляю их остывать. Один корж я перекладываю на другой и подровняю края. Обрезки я не выбрасываю, сделаю из них крошку. Теперь коржи я разрезаю пополам. И теперь разрезаю еще вот таким образом. В итоге у меня получается вот таких 6 коржей. 4 получается больших целых коржа и 2 разрезанных на кусочки. Размер коржей примерно 16 на 17 сантиметров. Заварной крем остыл. И он вот таким образом хорошо загустел. Я его немного перемешиваю. Собираю торт, выкладываю на тарелку первый корж. Сверху промазываю его кремом. Кстати, под нижний корж рекомендую подложить кусочки пергаментной бумаги. Так потом меньше будет убирать. Сверху я выкладываю второй корж из кусочков. Также промазываю его кремом. И таким образом промазываю все коржи. Кстати, крем получается очень вкусный, с таким кокосовым ароматом. Теперь снова корж из кусочков. Снова крем. Выкладываю сверху последний 6-й корж. И теперь весь торт и сверху, и бока промазываю оставшимся кремом. Для последнего коржа, конечно, надо оставить больше всего крема. Обрезки коржей измельчаю в блендере. И сейчас мой торт я украшу крошкой и кокосовой стружкой. Я вырезала вот такие полоски из пергаментной бумаги. Выкладываю их сверху на торт. Высыпаю крошку на торт, там где нет пергаментной бумаги. Аккуратно снимаю полоски пергамента. Присыпаю крошкой бока торта. Вот такая красота уже получается. И сейчас вот эти белые полоски с кремом присыпаю кокосовой стружкой. Стараемся сделать это аккуратно, чтобы не зайти на коричневый слой крошки. Аккуратно достаю кусочки пергаментной бумаги. И вот такая красота получается. И сейчас торт надо отправить в холодильник минимум на 5-6 часов для пропитки коржей и стабилизации крема. Я торт отправляю в холодильник на ночь. Перед тем, как подавать торт к столу, обязательно дайте ему примерно 30 минут прогреться при комнатной температуре. Тогда он получится более нежный и вкусный. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изякук «Позитивная кухня». Всем пока!